Привет, армия. На одном из самых обсуждаемых спортивных событий последнего времени Тэхён стал специальным гостем на знаменитом матче «Доджерс». Там он не только сделал первый бросок, но и продемонстрировал свое обаяние и уверенность в себе. Его участие было встречено бурными аплодисментами и энтузиазмом как болельщиков, так и сопровождавших его людей. Однако за пределами поля внимание всех привлек один уникальный момент. Наблюдая за игрой со своего почетного места, Тэхён поделился едой с сопровождавшими его охранниками. Обернувшись, он заметил нечто удивительное. На стадионе был менеджер Чингука. Реакция Тэхёна на его появление была очевидной. Его лицо озарилось радостью и изумлением, словно он никогда не ожидал увидеть Чингука здесь. Для многих, кто стал свидетелем этого, этот момент был значимым не только из-за неожиданности, но и потому, что он отражал важную связь между ними. Менеджер, поняв, что Тэхён его заметил, сфотографировал его, вероятно, чтобы отправить фото Чингуку. Было хорошо известно, что этот менеджер был свидетелем многих моментов между Тэхёном и Чингуком воочию. Его присутствие на мероприятии не кажется совпадением. Возможность того, что он отправился на стадион, чтобы быть рядом с Тэхёном, имеет смысл. Многие считают, что это был способ составить ему компанию и убедиться, что с ним все в порядке, как это сделал бы сам Чингук. Это еще больше подтверждает мысль о том, что Тэхён – очень особенный человек для Чингука и его самых близких. Легко увидеть, как окружающие быстро развили сильное желание защищать и заботиться о нем. У него спокойный, добрый и теплый характер, который внушает доверие другим. Это отношение также отразилось во время мероприятия. То, как он делился, взаимодействовал с окружающими, и его естественность перед камерой показали, насколько он вырос как личность и как публичная фигура. Атмосфера на стадионе показала нам Тэхёна как настоящего, харизматичного и доброжелательного. Это было не просто спортивное событие, а момент, когда Тэхён проявил себя как настоящий. Самое интересное, что даже среди толпы и внимания зрителей были небольшие, но значимые детали, которые показывали близость между ним и Чингуком. Хотя Чингук не присутствовал физически, связь между ними ощущалась через жесты менеджера, который, возможно, играет особую роль, каким-то образом представляя его присутствие. Подобные действия напоминают нам, что Тэхён не просто модное слово среди фанатов, это глубокие отношения, основанные на взаимной заботе, уважении и привязанности. Такие моменты показывают, как сильно они поддерживают друг друга, даже когда не вместе. В последнее время в социальных сетях много говорят об отношениях Тэхёна и Чингука, особенно после того, как их заметили вместе на нескольких мероприятиях, таких как шопинг и посещение ресторанов. Хотя многим это может показаться нормальным, некоторые решили прокомментировать ситуацию, не имея четкой информации. Одна из таких персон, Кира, вызвала споры абсурдным заявлением. Она утверждает, что Чингук потратил деньги, заработанные на появление в Аюшур, с Тэхёном, подразумевая, что Тэхён финансово зависит от нее. Это утверждение не только ложно, оно также демонстрирует фундаментальное непонимание того, кем на самом деле являются Тэхён и Чингук, как по отдельности, так и вместе. Во-первых, важно помнить, что они оба состоявшиеся артисты с успешной и высокооплачиваемой карьерой. Каждый сам распоряжается своими деньгами и решает, как их тратить. Они усердно работают не только в BTS, но и в своих начинаниях. Тэхён, например, является официальным амбассадором таких всемирно известных брендов, как Серлин, Cartier, КРМПО Скауфи, Сачачи Лазера и Snow Peak. Это показывает, что он не только финансово независим, но и является влиятельной фигурой в мировой моде и рекламе. Намеки на то, что ему нужно полагаться на Чингука, беспочвенны. На самом деле, если их видят вместе, например, за покупками или в ресторане, то это просто потому, что у них близкие отношения. В случае с Тэхёном эти отношения очевидны уже много лет, как на сцене, так и за ее пределами. Тот факт, что они проводят время вместе, не означает, что кто-то из них финансово зависит друг от друга. Скорее, они наслаждаются обществом друг друга, что естественно для людей, заботящихся друг о друге. Более того, утверждение, что Чингук тратил деньги компании на эти мероприятия, абсурдно, если понимать, как работает индустрия развлечений. Аюшур – это программа, созданная на бюджет, выделенный его компанией, а не исключительный или ограниченный источник дохода. У артистов есть четкие контракты и собственные источники дохода. Нет оснований полагать, что кто-то из них будет использовать деньги друг друга нелогично или без согласия.
С другой стороны, стоит отметить, как некоторые люди, когда видят Тэхёна и Чингука вместе, сразу же ищут способы раскритиковать или дискредитировать то, что они делают, как будто их близость является проблемой. Такие комментарии не только излишни, но и отражают негативное отношение к идее столь близких отношений двух участников группы. Все 7 участников BTS добились мирового признания благодаря своим усилиям, как в группе, так и через свои индивидуальные проекты. Они выпускали альбомы, сотрудничали, участвовали в кампаниях, и их успех обеспечил им финансовую стабильность. Поэтому кажется неразумным думать, что один из них должен финансово зависеть от другого, когда у всех них независимая карьера. Вместо того, чтобы делать беспочвенные предположения, было бы полезнее сосредоточиться на фактах. Тэхён и Чингук вместе много раз, потому что у них настоящие отношения, основанные на взаимном уважении и привязанности. Их связь не новая и не вынужденная, скорее, это давно очевидно, как для тех, кто их знает, так и для поклонников, которые следят за ними с самого начала. И, наконец, тем, кто постоянно повторяет слухи или беспочвенные суждения, было бы разумно разобраться в себе, прежде чем комментировать. Критика кого-то просто за совместное времяпрепровождение, особенно если оба являются независимыми и успешными публичными личностями, больше характеризует критика, чем самих участников. Со временем поклонники BTS поняли, что отношения между Тэхёном и Чингуком – это больше, чем просто дружба или знакомство. Дело не только в том, что они говорят в интервью или в общих моментах на сцене. Между ними существует постоянная связь, очевидная в их жестах, мелких деталях и естественности взаимодействия друг с другом, как на публике, так и наедине. Ярким примером этой близости является их поведение, когда они вместе. Они часто держатся за руки, обнимаются без колебаний или просто молчат, разделяя пространство, словно разговоры не нужны. Они также часто делают массаж или ненавязчиво прикасаются друг к другу, проявляя заботу. Такое поведение не свойственно всем участникам группы. Оно, очевидно, существует только между ними двоими. Один из самых показательных моментов можно увидеть в их предвыступлении. В нем Тэхён и Чингук не только готовятся физически, но и оказывают эмоциональную поддержку. Они обмениваются тихими словами, утешая и подбадривая друг друга перед выходом на сцену. Это простой акт, но невероятно значимый. Очевидно, что между ними существует крепкая связь, построенная на доверии и ежедневном внимании. Это привело многих к выводу, что отношения Тэхёна не кажутся случайными или постановочными для камер, напротив, в них есть повторяющаяся закономерность. Это не игра или стратегия, чтобы привлечь внимание, это часть их совместной жизни. Когда они прикасаются или сближаются, они не делают этого ради показухи, это кажется естественным. Эта естественность отличает их связь от других взаимодействий, которые можно увидеть в группе. Некоторые пытаются преуменьшить значение их отношений, выдвигая безосновательные обвинения, особенно когда их видят вместе вне работы. Например, появились абсурдные слухи о том, что Чингук использовал деньги компании для свиданий с Тэхёном, особенно после выхода «Are You Sure?». Однако эти утверждения несостоятельны, если понимать, как работает индустрия развлечений. Такие шоу, как «Are You Sure?», производятся за счет бюджета компании, они не являются личным доходом артиста. У каждого участника группы есть свои индивидуальные контракты, проекты и отдельные источники дохода. И Тэхён, и Чингук годами работали над своей карьерой, и каждый из них самостоятельно распоряжается своими ресурсами. Кроме того, важно помнить, что Тэхён не из тех, кто финансово зависит от других. У него солидная и признанная на международном уровне карьера. В настоящее время он является амбассадором таких крупных брендов, как Celine, Cartier, КРМПО Скауфи, Сачача Лазера и Снопик. Эти бренды выбрали его благодаря его глобальному влиянию, имиджу и профессионализму. Очевидно, ему не нужно полагаться ни на чьи деньги, тем более на Чингука. Чингук также продемонстрировал свой потенциал сольного исполнителя, продюсируя собственную музыку, участвуя в рекламных кампаниях и поддерживая сильный имидж как в Корее, так и за рубежом. Считать, что кто-то из них нуждается в финансовой поддержке другого, не только неверно, но и игнорирует уровень профессионального успеха, достигнутого обоими. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.